Представьте ситуацию. Вы написали алгоритм цифровой фильтрации. Выверили каждый цикл, учли переполнение, проверили логику. Прошиваете микроконтроллер, подаете на вход АЦП тестовую синусоиду с лабораторного генератора и вместо чистого результата видите на спектре мусор, лес неправильных гармоник и шумовой фон, который ломает все расчеты. Первая мысль всегда одна. Я где-то ошибся в математике. Вы начинаете ходить по кругу, пересчитываете коэффициенты фильтра, меняете типы данных с фиксированной точкой на плавающую, начинаете сомневаться в собственной квалификации. Ошибка может скрываться там, чему вы доверяли больше всего, в самом тестовом сигнале. И это классическое проявление третьего закона Финейгла. В любом наборе данных та величина, что выглядит безусловно верной и не нуждается в проверке, и окажется ошибкой. Конечно, если у вас на столе стоит прецизионный измерительный генератор за $1000, вы можете игнорировать этот закон. Но если его нет, я решил обойти эту проблему радикально и создать свой собственный генератор идеального сигнала. Раздел 1. Определение целевых параметров. В качестве аппаратной базы мы берем доступную плату с Splice Cyclone 4 на борту. И прежде чем начать созидать, давайте разберемся, а какого качества сигнал нам вообще требуется. Начнем с оценки объектов тестирования. Во многих современных микроконтроллерах встроенный АЦП заявлен как 12-битный. Как правило, это преобразователь последовательного приближения, но номинальная и эффективная разрядность не равны. На практике, с учетом шумов кристалла и разводки платы, имеем от 9 до 11 эффективных бит. Возьмем оптимистичный сценарий в 11 эффективных бит. Тогда, по классической формуле идеального АЦП, это дает нам отношение сигнал-шум для тестируемого тракта порядка 68 дБ. Наверное, вполне очевидно, что генератор должен вносить меньше шума и искажений, чем тестируемый АЦП. Чтобы генератор не стал проблемным местом при отладке, закладываем запас в 30 дБ. И поверьте, они нам пригодятся. Тогда целевое значение составит 98 дБ. Верхнюю границу рабочего диапазона зададим в 50 кГц. Это означает, что в полосе от 0 до 50 кГц суммарный уровень собственного шума и паразитных гармоник нашего генератора не должен превышать минус 98 дБ. На выбранной для реализации генератора плате установлен кварцевый генератор на 50 МГц. Это и будет базовая тактовая частота нашей системы. В этой версии проекта мы сознательно отказываемся от использования встроенных умножителей частоты. Да, разогнать плис можно, но сейчас нам важнее простота архитектуры, предсказуемость спектра и отсутствие дополнительного джиттера, который вносят схемы FABCH. Рассчитаем коэффициент передискретизации, или ОСР, отношение тактовой частоты к минимально необходимой частоте Найквиста. Коэффициент 500 – это хороший запас по частоте, и именно он дает нам большие возможности. Такой ОСР позволяет нам применить агрессивное шумоформирование и оставить огромное пространство для последующей цифровой обработки. О том, как мы распорядимся этим запасом, поговорим прямо сейчас. Раздел 2. Главный узел или принцип работы сигма-дельта-модулятора. Итак, параметры генератора определены. Верхняя частота рабочего диапазона – 50 кГц. Требуемая спектральная частота – порядка 98 дБ относительно полной шкалы. Аппаратная база FPGA Cyclone 4. В качестве базовой технологии формирования аналогового сигнала из цифрового применим сигма-дельта-модулятор. Попробуем сначала применить модулятор первого порядка и разберемся, как он работает. В прошлом выпуске мы наглядно убедились, что традиционный шим создает мощные спектральные компоненты на частоте несущей, ее гармониках и боковых полосах. Такие компоненты приходится подавлять аналоговым фильтром, и сделать это не всегда просто. Сигма-дельта-модулятор работает иначе. Он наделен памятью и управляется через петлю отрицательной обратной связи. Сам принцип заложен в названии технологии. На первом этапе вычисляется разность дельта между текущим входным отсчетом и предыдущим значением однобитного выхода, возвращенным через обратную связь. Затем эта ошибка не отбрасывается, а накапливается в сумматоре. Это операция интегрирования или сигма. И уже на основе накопленной суммы компаратор принимает решение выдать на выход логический 0 или единицу. В результате однобитный выход непрерывно переключается между крайними состояниями. Но после усреднения и низкочастотной фильтрации средняя плотность импульсов следует за формой входного сигнала. В частотной области проявляется ключевой эффект.
Петля обратной связи вместе с интегратором формирует спектр ошибки квантования. Шум квантования вытесняется из полезной низкочастотной полосы в область высоких частот. Это явление называется шумоформированием. Чтобы шумоформирование работало эффективно, частота однобитного потока должна многократно превышать минимальную частоту дискретизации для нашего сигнала. Их отношение – это тот самый коэффициент передискретизации, или ОСР, который мы уже посчитали ранее. Он у нас равен 500. Давайте проверим математику и посмотрим, что эта цифра дает нам на практике. Общая формула теоретического отношения сигнал-шум для модулятора порядка L выглядит так. Подставляем наши 500 в формулу для модулятора первого порядка и получаем теоретический предел около 77 дБ. Стоп, но наша цель — это минимум 98 дБ. Значит, архитектура первого порядка для нашего случая непригодна. Поэтому переходим на порядок выше, усложняем архитектуру, добавляя в петлю обратной связи второй интегратор. Модулятор второго порядка обеспечивает прирост отношения сигнал-шум на 15 дБ при каждом удвоении частоты дискретизации. Пересчитываем потенциал этой схемы, но уже по упрощенной формуле для второго порядка. И вот он результат. Модулятор второго порядка на заданной тактовой частоте способен в теории выдать 123 дБ. Это формирует солидный запас поверх целевых 98 дБ. Означает ли это окончательную победу? Ни в коем случае. Эти 123 дБ – предел для идеализированной модели. В реальном устройстве этот запас начнут съедать джиттер тактового генератора, помехи по питанию, предельные циклы модулятора, конечная разрядность цифровой арифметики, неидеальность выходного фильтра и сам выходной каскад. Поэтому дальше наша задача не просто создать структурную схему, а проверить, сколько этого теоретического запаса сохраняется в численной модели. Лучше увидеть реальный спектр сейчас, чем потом искать потерянные децибелы уже в железе. Как это сделать? Правильно, надо построить модель. Раздел 3. Моделирование и верификация параметров. Любые теоретические выкладки – это лишь половина дела. Настоящая инженерная работа начинается с верификации. Чтобы проверить наши расчеты, мы построили программную модель сигма-дельта-модулятора. Давайте зададим базовые параметры. Входной поток имеет разрядность 24 бита, а в качестве тестового сигнала мы используем идеальную синусоиду. Да, чистый синус – это своего рода тепличные условия, но на данном этапе это именно то, что нужно, чтобы наглядно увидеть базовую механику алгоритма. Для тех, кто хочет глубже разобраться в деталях, сообщаю подробности. В программе реализована классическая структура Бозера-Вуля второго порядка. Чтобы интеграторы не переполнялись и петля сохраняла абсолютную устойчивость, ограничена амплитуду входного сигнала уровнем минус 6 дБ от полной шкалы. Кроме того, для борьбы с паразитными тонами применен цифровой дизеринг, а сам спектр рассчитывается методом Велча с окном Блэкмана-Харриса. Исходный код этой модели будет доступен для скачивания, чтобы вы могли поэкспериментировать с ним самостоятельно. В результате работы скрипта мы получаем сводку параметров и график спектра. Как и ожидается для модулятора второго порядка, в высокочастотной области виден подъем шумовой полки. Ее характерный наклон близок к 40 дБ на декаду. Это наглядный признак того, что шумоформирование второго порядка работает корректно. А теперь посмотрим на ключевые цифры. Интегральное отношение сигнал-шум с учетом искажений, или SNDR, в нашей целевой полосе до 50 кГц составляет 113,8 дБ. Эффективная разрядность ИНОП достигает уверенных 18,6 бита. Вы можете заметить расхождение. Почему мы получили 113,8 дБ, если теоретический предел составлял почти 124? Все очень логично. Во-первых, мы намеренно снизили амплитуду на входе для стабильности системы, что сразу опускает теоретический потолок до 117,8 дБ. Во-вторых, свой вклад вносит добавленный нами дизеринг и остаточный шум 24-битного квантования. Но даже с учетом этих неизбежных потерь, показатель в 113,8 дБ дает нам неплохой запас по сравнению с нашей изначальной целью в 98 дБ. Заключение. Битва за децибелы только начинается.
Почти 114 дБ чистого динамического диапазона. Замечательная картинка спектра и доказанная на модели архитектура. Но это не должно нас успокаивать. Мы понимаем, что пока это лишь цифры в условиях программного моделирования. То, что ждет нас при переносе этой математики в реальный плиз, это настоящая битва за каждый децибел. Сегодня мы спроектировали главный узел нашей системы – сигма-дельта-модулятор. Но чтобы проект сложился полностью, нужны другие модули системы. Нужен RTL-код. И, конечно, нужна аналоговая часть устройства. По сути, это краткий пересказ тем будущих выпусков. И вот там начнется настоящая битва. Ошибки округления, усечения фазы, джиттер тактового генератора и шумы питания. Каждый физический узел будет пытаться уничтожить тот запас частоты, который мы сегодня с таким трудом собрали. Сможем ли мы удержать эти децибелы в реальном железе? Узнаем в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Настоящая инженерия только начинается. До встречи!